Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Карина. Я живу в Италии уже 5 лет, из которых 3 года я работаю в крупной международной консалтинговой компании Ernst Young в Риме. Более подробно о том, как именно я туда попала, я рассказываю в своем предыдущем видео. Оставлю здесь линк. До этого я также работала в России до своего переезда в больших и не очень корпорациях. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о том, какие различия я заметила в корпоративной культуре двух стран, то есть России и Италии, и в целом вообще рассказать немножечко побольше о корпоративной культуре конкретно Италии. Сразу же скажу важный момент. В этом видео я делюсь своим личным опытом. Я абсолютно не претендую на истину в последней инстанции. У кого-то опыт может быть совершенно другим, и это нормально. Я просто хочу поделиться тем, что увидела лично я и что почувствовала лично я. Ну что, поехали. Итак, начнем, пожалуй, с одного очень популярного стереотипа об Италии. Я уверена, что многие из вас его слышали. Стереотип, что, мол, в Италии никто особо не работает, что весь день итальянцы пьют кофе, потом уходят на аперитив, что после 5 вечера офис уже пустой и никого там не найти. Я, честно говоря, ну, не то чтобы я в это верила, но у меня тоже немножечко были такие представления, наверное, об Италии, особенно учитывая, как здесь работают государственные структуры. Но на самом деле моя реальность оказалась совершенно другой. Когда я пришла на стажировку в свою компанию, уже практически с первого дня у меня было очень много задач. Я практически сразу же поняла, что переработки — это абсолютно нормально. И по сей день должна сказать, что когда я хожу в офис, вплоть до 7 вечера офис может быть практически полный. В 7 вечера люди еще сидят за компьютерами, на созвонах, работают, то есть работа кипит. В моей компании в 5 часов точно никто домой не уходит. У нас, в принципе, как бы официально наш график — это с 9 утра до 6 вечера, но поскольку очень многие из нас работают на удаленке, я, например, в частности, в основном работаю на удаленке, конечно же, благодаря этому график может немножечко варьироваться, иногда там я могу и начать попозже, и из-за этого я, соответственно, заканчиваю попозже, но в целом, учитывая специфику сферы консалтинга, должна сказать, что график в основном не нормированный, и, допустим, я в 6 часов практически никогда не заканчиваю свою работу, как и большинство моих коллег. Наверное, здесь действительно нужно учитывать специфику сферы, в которой я работаю. Хотя, с другой стороны, например, я разговаривала со своими коллегами, которые тоже работают в консалтинге, но в других странах европейских, например, в Германии и в Англии, и они рассказывали мне, что у них рабочий день — это четко, например, с 8 до 5 вечера, и после 5 вечера офисы уже практически пустые, и переработки для них это, ну, не вполне что-то нормальное, это редкость для них, в то время как, например, у нас в Италии переработки — это абсолютно нормально, ну как, в кавычках, конечно же, нормально, вот, но я это говорю к тому, что, да, это миф, то есть, да, то, что говорят, что в Италии очень мало работают, и итальянцы ленивые, и нетрудоспособные, на самом деле, если смотреть на мою компанию, все выглядит совершенно по-другому, и все не так однозначно. И тут, конечно же, важно добавить, я работаю в довольно специфической сфере, я работаю в консалтинге. Здесь, скажем так, априори не может быть расслабленности. Консалтинг — это всегда довольно высокий темп, довольно жесткие дедлайны, задачи нон-стоп, и, возможно, этот стереотип про медленных итальянцев скорее может относиться, например, к госструктурам или каким-то более маленьким организациям, но, то есть, как показывает мой опыт, крупные компании, особенно международные, здесь в Италии, абсолютно не такие. Вот, я думаю, что на самом деле, если бы люди здесь работали в стиле ответить на имейл через неделю, то такие компании, конечно же, просто не выжили бы. Наши клиенты — это в основном крупные итальянские страховые компании, и
что я могу сказать? Они работают, в принципе, примерно в таком же ритме, как и мы. Я знаю, что у них тоже очень высокая нагрузка и тоже есть переработки. Поэтому, да, наверное, эта иллюзия о том, что приеду в Италию и работа будет на расслабоне, нет, скорее ребята, ну, допустим, в бизнес-секторе, где работаю я, это абсолютно не так, здесь все серьезно. Должна добавить, что при всем при этом зарплаты остаются, мягко говоря, довольно скромными. Кстати, про размер зарплат у меня тоже есть отдельное видео, оставлю здесь линк. И это уже, конечно же, отдельная боль и отдельная тема для разговора. Теперь хочу поговорить про атмосферу вообще внутри компании, в коллективе. То, что меня в Италии, пожалуй, очень приятно удивило. По моему опыту в России, в компаниях всегда была довольно жесткая иерархия, то есть сверху стоит начальник, и потом далее, да, подчиненные. Это порой очень сильно ощущалось в общении, в тоне общения, даже элементарно во взглядах. Здесь, в Италии, для меня оказалось абсолютно все иначе. То есть даже если ты стажер, и перед тобой стоит партнер компании, а в консалтинговых компаниях партнер это самая-самая топовая позиция, это как, не знаю, можно сказать, практически как CEO компании, то есть общение идет всегда на равных. Все друг друга называют на «ты», нет никаких вообще «вы», то есть вы коллеги, вы работаете в одной компании, и неважно, еще раз повторюсь, кто ты, стажер, менеджер или партнер, у тебя никогда не будет ощущения, что на тебя смотрят свысока. И это, безусловно, создает очень комфортную атмосферу, когда ты чувствуешь всегда уважение, и это уважение взаимное. Также, что я заметила и что мне тоже очень сильно нравится, это то, что здесь учитывают мнение каждого сотрудника, абсолютно каждого сотрудника. Даже если ты работаешь в компании всего месяц, твое слово играет роль всегда. И, кстати, это не только слова. Например, в нашей компании регулярно проводят анонимные опросы, и на основе этих опросов действительно внедряются изменения. Я сама уже неоднократно это видела за время своей работы. То есть, что именно включают эти опросы, там в основном спрашивают о том, насколько ты комфортно чувствуешь себя в своем коллективе, насколько ты чувствуешь, что твое мнение учитывается, насколько ты ощущаешь себя комфортно, когда нужно выразить свое мнение, например, да, в коллективе, даже пусть ты понимаешь, что твое мнение будет отличаться от большинства, будет отличаться, например, от мнения твоего начальника. Также есть вопросы про work-life balance, да, то есть насколько твоя работа позволяет тебе выделять время на твои хобби. Там также всегда присутствуют вопросы про то, насколько комфортно, например, я чувствую, если ты иностранец, да, как, например, в моей ситуации, я не итальянка, чувствовала ли я хоть раз себя хоть в чем-то ущемленной из-за того, что у меня, например, там другая культура, другая раса. Да, то есть такие опросы у нас проводят регулярно, раз в несколько месяцев. И это очень интересно. Например, в России, в моих компаниях у нас такого не было. Следующий интересный момент, который меня, если честно, поначалу немножечко раздражал, это small talk перед тем, как перейти к делу. На самом деле, наверное, этот пункт относится не только к корпоративной среде, он относится в целом, мне кажется, вообще вот к итальянской, даже не только к итальянской, а в целом к европейской культуре, что здесь никогда не принято сразу же напрямую переходить к делу. То есть, да, в России мы привыкли. Если есть какой-то вопрос, то мы сразу же в лоб. Здравствуйте, вот у нас вопрос, все, давайте его решать. В Италии все абсолютно иначе. Перед тем, как перейти к делу, нужно мило обязательно побеседовать.
о погоде, об отпуске, спросить обязательно, как дела, и это может иногда занимать 5-10 минут, и неважно здесь переписка это, например, даже переписка с коллегой, или созвон какой-то с клиентом, или еще там с кем-то, или это будет какой-то обед или ужин, то есть неважно, в какой форме происходит взаимодействие, никогда здесь вообще такого не принято сразу же переходить в лоб к делу. Обязательно сначала это «Привет, как твои дела?» То есть, безусловно, если это понедельник, то обязательно все будут спрашивать, как прошел уикенд, кто что делал интересного, рассказывайте. Если это пятница, то, наоборот, все будут спрашивать, какие у кого планы на выходные, давайте, рассказывайте. Если это не понедельник и не пятница, то не знаю, о чем придется. Очень часто про погоду говорят, например, не знаю, летом, допустим, в Италии очень жарко, и, как правило, все обязательно должны сначала пожаловаться на то, как жарко. Если все на удаленке, то кто где работает, кто дома, кто, не знаю, там уже уехал куда-то. Всегда найдется какая-нибудь маленькая тема, которой нужно посвятить хотя бы, там, не знаю, несколько минут перед тем, как перейти к делу. Если ты начинаешь сразу же разговор прямо, то, по сути, это звучит для них довольно холодно и вообще-то в какой-то степени даже грубо. То есть они этого вообще не понимают. Для итальянцев это очень важно, они так выстраивают доверие. Да, это как какой-то разогрев, прежде чем перейти к делу. Я понимаю, что это довольно неплохая традиция, в принципе. Мне кажется, это, наверное, даже лучше, потому что так действительно как-то все выглядит более легко и просто, и дружелюбно, несмотря на то, что даже, да, это какая-то рабочая формальная ситуация. Благодаря этому все немножечко чувствуют себя более расслабленно, даже если дальше будет идти речь о каком-то действительно очень серьезном вопросе. Но я должна сказать, что я все еще немножечко грешу иногда, когда действительно у меня какое-то супер-супер срочное важное дело, и мне нужно там написать, например, коллеге, я иногда прямо сразу же пишу, что мне надо, чтобы избежать всех этих прелюдий, которые действительно иногда, мне кажутся, довольно лишними. Далее, давайте поговорим про кофе, аперитивы и обеды. Именно про то, что здесь в Италии это часть работы на самом деле. Для меня это было еще одно интересное открытие. Да, ну, то есть для нас, не знаю, там, кофе для меня в России это был исключительно способ проснуться утром, чтобы начать как-то работать, да, и вообще я помню, что в России не было у нас такой традиции ходить вместе пить кофе в течение рабочего дня. Когда я работала в логистике, мои коллеги вообще даже на обед не ходили, я помню, я одна единственная ходила обедать, потому что все были супер заняты, и ни у кого не было времени. Вот, но у меня уже тогда, мне кажется, был такой более итальянский вайб. Для меня пропустить обед — это вообще было что-то на грани фантастики, даже скорее была большая катастрофа пропустить обед. Обеды я никогда свои не пропускала. Вот, ну, как бы здесь, в Италии, я увидела, что кофе, обеды, аперитивы, ужины — это действительно очень часто часть работы. И часто именно за кофе или за обедом решаются какие-то важные вопросы, особенно если речь идет например, об обеде с клиентами. За бокалом вина, грубо говоря, можно сгладить конфликт или придумать какие-то новые решения, найти общий язык, сблизиться, познакомиться. Да, в Италии это очень большая часть культуры. И здесь, разумеется, всегда, когда мы едем в командировку к клиенту, обязательно как минимум один выход вместе с клиентом на обед, на ужин, или пусть это даже будет какой-то быстрый перерыв на кофе, но хотя бы вот эти вот, не знаю, там 10-15 минут выделить именно на общение в неформальной обстановке, это, ну, прям очень важно. Я даже, мне кажется, не могу передать, насколько это важно. Это может быть даже важнее иногда, чем вот какой-то реально там рабочий митинг. Но это, конечно же, относится не только к общению и взаимодействию с клиентом, это также относится к взаимодействию и выстраиванию отношений внутри коллектива.
особенно учитывая то, что у нас стопроцентная возможность работать на удаленке, но при этом у нас все равно в Риме есть очень хороший, большой, обалденный офис, но мы можем сами решать, то есть у нас нет никаких обязательных дней, чтобы ходить в офис, каждый сам для себя решает, там, хочу сегодня работаю дома, хочу иду в офис, и тем не менее мы всегда стараемся хотя бы, не знаю, там, раз в месяц, грубо говоря, все вместе собраться в офисе, чтобы всем вместе поработать, и потом обязательно сходить на аперитив, сходить всем вместе на ужин, да, потому что, еще раз говорю, для итальянцев как ни для кого другого, очень важной частью вообще не только работы, а в принципе жизни являются отношения. То есть отношения, взаимодействие, связи — это, в принципе, то, мне кажется, на чем держится в целом итальянская культура. Далее поговорим немножечко про офис. Раз уж я упомянула офис, то есть какое у нас рабочее пространство. Когда я впервые пришла в наш офис, я была немножечко в шоке, потому что я впервые увидела офис Open Space, да, где нет закрепленных мест, потому что до этого в компаниях, в которых я работала в России, всегда у каждого было закрепленное место, то есть, да, ты каждый день приходишь, садишься на один и тот же стул возле одного и того же окна, возле одного и того же компьютера, рядом сидят всегда одни и те же коллеги, и я не знаю, я давно уже не была в России, и, то есть, я прекрасно понимаю, что и в России тоже есть разные офисы, да, но мне кажется, что, наверное, все-таки вот эта вот культура закрепленных рабочих мест, она все-таки более распространена, наверное. Вот, а наш офис, когда я пришла, я действительно вначале была очень сильно удивлена, то есть, да, что ты просто приходишь, и ты можешь сесть вообще где угодно, то есть в моем офисе 8, это 8-этажное большое здание, и ты можешь прийти хоть на какой этаж, сесть куда тебе хочется, не знаю, там сегодня ты сидишь здесь у окна, завтра на другом этаже, не знаю, там в переговорке, потом послезавтра за столом со всей командой, конечно же, у нас также есть, скажем так, ну, отдельные комнаты, как переговорные, куда также там могут приходить клиенты на какие-то митинги, вот, вообще в целом должна сказать, что потрясающий современный большой офис, в России офисы мои были намного-намного проще. Мне, на самом деле, очень нравится такая идея, мне кажется, что это дает большую гибкость, и мне кажется, это даже полезно вот для какого-то... Здесь есть какой-то ментальный, на мой взгляд, аспект, что ты приходишь на работу, и то есть это не превращается таким образом в какую-то рутину, ты имеешь большую свободу, большую как-то динамичность, и мне кажется, что это даже очень сильно помогает в работе, на мой взгляд. Опять же, я не могу сказать, что в Италии здесь всегда так, все офисы такие, нет, абсолютно нет, конечно же, тоже это все индивидуально, все зависит от компании, вот, но просто вот хотела поделиться, что для меня это было чем-то новым, приятным очень открытием, и мне так нравится намного больше, намного приятнее так ходить в офис, мне кажется. А в России я не знаю, как, вот расскажите мне, как в России, потому что, еще раз повторюсь, я уже очень давно не была в России, и не знаю, может быть, и в России уже тоже большие классные офисы, и все изменилось. Далее, какие еще различия? Наверное, по поводу манеры давать обратную связь и выражать какую-то критику. Вот это, наверное, очень интересный тоже момент, на который я обратила внимание и заметила различия, да, то есть Россия критика всегда была очень прямолинейная, иногда даже жесткая, да, то есть если ты что-то сделал не так, если ты что-то накосячил, это всегда высказывалось и порой в довольно жесткой манере. И, конечно же, это часто оставляло неприятный осадок. Здесь, в Италии, все наоборот. Здесь редко, когда тебе скажут, ты сделал плохо, ты что-то сделал не так. То есть даже если ты что-то сделал плохо, ты что-то сделал не так, тебе никогда не скажут об этом в лоб, об этом прямо. Тебе максимально мягко постараются это выразить, выстроить конструктивный какой-то диалог. И, как правило, даже если ты накосячил, все равно при этом заметят также какие-то твои хорошие, сильные стороны. То есть здесь в компаниях, конкретно в моей компании, то есть давать фидбэк — это целая большая наука.
И, допустим, когда я перешла на позицию старшего консультанта, я ездила на очень большое крупное мероприятие, на крупный тренинг, который устраивала моя компания, где нас обучали в основном каким-то soft skills, и в том числе нас обучали искусству давать фидбэк, в том числе негативный фидбэк. Но это что касается, опять же, прямолинейности. То есть, да, поскольку в России мы намного более прямолинейные, итальянцы, они, наоборот, любят ходить вокруг да около, это также выражается в корпоративной сфере, это также выражается в манере давать обратную связь и критиковать какие-то действия. Далее по поводу отпусков, что меня удивило не очень приятно, это то, что весь корпоративный мир обязательно уходит в отпуск в августе, потому что август — это самый жаркий период в Италии, также в августе у них здесь Феррагосто, это праздник, который выпадает на 15 августа, и неделю до этого праздника и после, как правило, Италия просто вымирает. То есть все офисы закрыты, многие магазины тоже закрыты, работает, разумеется, вся туристическая сфера, потому что, конечно же, туристы, наоборот, в это время все приезжают, но итальянцы, вот именно корпоративный мир, не работает никто. И в том числе также наша компания. Например, у нас компания стабильно на вот эту неделю, на которую выпадает Феррагоста, просто закрывается полностью. Вообще вся компания закрывается. Даже если ты хочешь работать, грубо говоря, ты не сможешь, потому что нас, ну, как говорится, заставляют насильно уходить в отпуск. Мне это не очень сильно нравится, потому что это просто минимальная вообще гибкость, и, конечно же, из-за этого в августе, если ты хочешь куда-то поехать, все стоит намного дороже. Конечно же, если там ты специально договоришься заранее и предупредишь, что, ребят, там, не знаю, в этот раз мне вот прям нужно уйти в отпуск не в августе, а, грубо говоря, там, например, в июне, окей, тебе дадут, но это никогда не будет полноценные там 3 недели, максимум на недельку с отпусками. Такая вот особенность в Италии есть. Еще такой момент по поводу пунктуальности и понятия времени. Есть еще один такой стереотип, да, про итальянцев, что они все время опаздывают, что если встреча назначается, не знаю, там, на 9 утра, то раньше 9:30 никто не появится. Окей, здесь, наверное, тоже, во-первых, зависит от каждого конкретного человека, насколько у кого развит уровень ответственности, во-вторых, это зависит тоже от контекста. Если мы говорим про работу, про корпоративную сферу, а в частности, не знаю, там, про мою компанию, то у нас принято все-таки быть пунктуальными. Если речь касается встречи, созвоны с коллегами, с клиентами, ну, как бы здесь, не знаю, все всегда абсолютно стараются быть пунктуальными. Да, если там уже речь идет о том, чтобы приехать на аперитив, ну, тут уже все сложнее, конечно же, вот. Но в рабочих вопросах пунктуальность соблюдается. Ну, единственное, что может быть, например, не знаю, там началась встреча, и пока все подтянутся, пока там, не знаю, все сделают свой small talk, поговорят про погоду, выпьют кофе, да, встреча может начаться позже назначенного времени, но в целом пунктуальность важна, и ее принято соблюдать. И, наверное, последний момент, о котором я хочу упомянуть, это в целом вообще отношение в Италии к карьерному росту и к амбициям. Я помню, что даже, мне кажется, как-то раз у меня задали такой вопрос под одним из видео, ценится ли вообще это в Италии, что для итальянцев важно ли для итальянцев карьерный рост, например. Что я могу сказать? Мне кажется, что в Италии, да, это может быть важно, особенно, наверное, на севере Италии, но в целом, то, что заметила я, итальянцы, они не такие уж и карьеристы. Наверное, для итальянцев намного важнее это какая-то стабильность, это семья, это получать удовольствие от маленьких вещей, и итальянец, типичный среднестатистический итальянец, вряд ли будет упахиваться по 60-70 часов в неделю на работе, ради того, чтобы, не знаю, достичь каких-то суперкарьерных высот. Да, конечно, здесь есть и такие люди, которые строят карьеру, которые готовы очень много работать даже за такие маленькие деньги, которые тут платят, но
Я думаю, что это все-таки не про среднестатистического итальянца. Для них намного важнее иметь какой-то комфортный дом, куда они будут возвращаться после работы, к своей семье, ужинать, их это неизменная тарелка пасты, посвящать себя каким-то маленьким радостям жизни, пусть это даже, не знаю, просто чашка кофе по утрам и корнетто в их неизменном любимом баре, возможность выезжать куда-то на выходные, делать какие-то маленькие приятные путешествия, встречаться на аперитив со своими друзьями. Они не ставят перед собой в основном каких-то супер грандиозных целей, добиться каких-то нереальных карьерных высот, купить себе дорогущую машину. Они более ценят какие-то простые радости. Самое главное — это семья, друзья, комфорт, и это не должно быть прям что-то такое из ряда вон выходящее. Пусть это будет проще, но это будет приносить по-настоящему какое-то вот такое простое удовлетворение, простые радости жизни. Простые радости жизни — это больше про итальянцев. То есть тут нет такого, что карьера важна любой ценой. Вот это иногда немножечко нелепая преданность своим неизменным привычкам. Они не так легко меняют свою жизнь, свои обычаи. Да, конечно же, молодые итальянцы, они больше как-то способны двигаться, переезжать, если им попадается какая-то интересная карьерная возможность, они переезжают в другие страны, потому что там намного выше зарплаты, но, как правило, они потом все-таки возвращаются в свою любимую, комфортную, красивую Италию, к своей семье, к своим друзьям, и пусть даже здесь они не будут зарабатывать такие большие деньги, но они возвращаются, потому что здесь их комфорт. Итак, ну что, наверное, на этом я буду заканчивать. Вот такие вот различия и особенности я заметила в корпоративной культуре в Италии. И что я должна сказать? Конечно же, и в Италии, и в России есть свои плюсы. В какой-то степени, наверное, мне очень повезло иметь такой разный опыт у себя дома в России и здесь в Италии, потому что таким образом я смогла, наверное, подчеркнуть все самое лучшее и это все скомбинировать. Да, в России это прямота, скорость выполнения задач, трудолюбие, умение работать на результат, а в Италии это больше про какое-то доверие, взаимоуважение, баланс, деликатность. Это действительно такая школа жизни и бесценный опыт. Я очень рада, что я могу брать лучшее и оттуда, и отсюда. И, конечно же, мне интересно, какой у вас опыт, работали ли вы в международной сфере, за границей, может быть, вы также заметили какие-то различия, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, пишите в комментариях, обсудим. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Чао.